Прошлая торговая неделя проходила на фоне роста политической напряженности в ожидании подсчета голосов в штате Джорджия, где определялось, удастся ли демократам добиться преимущества на всех уровнях власти. Итоги голосования стали причиной беспорядков и даже штурма Капитолия. Победа демократов все же внушает определенный уровень оптимизма в отношении восстановления американской экономики, но вместе с тем вызывает беспокойство увеличение расходов и возможный пересмотр налоговой политики. Все это происходило на фоне роста доходности государственных облигаций, что в свою очередь вынудило инвесторов покупать доллар. Таким образом, американской валюте удалось скорректировать позиции от минимума за 2,5 года и завершить торговую пятидневку чуть выше отметки 90 пунктов. Настроениями евротрейдеров руководили опасения за рост числа новых случаев заболевания коронавирусом и ужесточение ограничительных мер. В четверг экономический бюллетень ЕЦБ показал, что экономические показатели еврозоны указывают на сокращение экономики в четвертом квартале. Центральный банк заявил, что перспективы развертывания вакцин обнадеживают, но все же потребуется время, прежде чем будет достигнут всеобщий иммунитет и экономика сможет вернуться к нормальному состоянию. Котировка пары евро-доллар завершила неделю вблизи уровней, на которых в прошлый понедельник открылись торги. У коллеги евро, у британского фунта, неделя прошла с потерями в 0,72%. Инвесторы ожидают, что Банк Англии объявит о дальнейшем смягчении политики в ближайшие месяцы, поскольку британский кризис с коронавирусом усилился. На прошлой неделе было объявлено о новом национальном локдауне. Трейдеры теперь ожидают, что Центральный банк снизит процентные ставки до отрицательных уже в мае. Биткоин на прошлой неделе добрался до своего очередного рекордного значения. Цена за одну криптомонету в пятницу 8 января поднималась до уровня 40 135 долларов. Но завершилась неделя в стадии коррекции. Котировка снижается вниз вполне обоснованно и логично. После 40% роста с начала года график скорректировал позиции на 20% вниз. О характере коррекции аналитики рассуждают пока неопределенно. Некоторые уверены, что это будет долгосрочное снижение, но часть экспертов видит потенциал для возобновления подъема к уровню 44 тысячи долларов за биткоин. Довольно оптимистичные настроения отмечались и среди нефтетрейдеров. Котировка на североморскую нефтяную смесь поднялась к уровню 56 долларов за баррель на фоне решения производителей нефти сохранить существующий уровень добычи нефти на февраль. Саудовская Аравия участвовала в добровольном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в день в феврале и марте, чтобы убедить других членов энергетической сделки ОПЕК+, сохранить добычу на стабильном уровне в этот период. Дополнительную поддержку ценам оказало более сильное, чем ожидалось, падение запасов сырой нефти в США. И золото завершило прошлую торговую неделю у самого низкого за месяц уровня, у отметки 1820 долларов за тройскую унцию. За неделю золото упало на 2,6%. Тем не менее, ожидается, что драгметалл возобновит восходящую динамику, поскольку контроль демократов над обеими палатами Конгресса прокладывает путь для увеличения бюджетных расходов для оживления экономики США и повышения инфляционного давления. Вы смотрели комбинированный обзор валютного и товарного рынков на канале Инста-ТВ. В студии была я, Анна Касаткина. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы всегда быть в курсе всех свежих событий на финансовых рынках. До свидания.